Из этого видео вы узнаете, с чего и как начать инвестировать новичку. А в конце ролика мы расскажем, зачем и для чего это нужно делать каждому. Итак, начинаем. Куда можно инвестировать? Вариантов вложения денег огромное количество. Ориентируясь на объект инвестиций, можно выделить следующие направления. Первое. Недвижимость. Это земля, объекты строительства и так далее. Кстати, советуем посмотреть ролик про инвестиции в недвижимость на нашем канале Жажда Про. Второе. Интеллектуальная собственность. Это патенты, исследования, образование. Третье. Финансы. Сюда можно отнести ценные бумаги, банковские вклады, драгоценные металлы. Вложение небольших сумм возможно лишь в финансовые инструменты. Наиболее востребованы депозиты в банках. Здесь риски и сложность минимальны. Доход аналогичен, вклады до 1 400 000 застрахованы. Акции. В этом финансовом инструменте уровень риска зависит от выбора компании, выпустившей эти акции. Доход возможен в виде дивидендных выплат или от роста стоимости акций. Про инвестирование в акции мы также уже подробно рассказывали в ролике на канале. Облигации. Это долговой инструмент с доходностью обычно выше, чем по депозитам, но не сильно превышающий инфляцию. ПИФы. Долевое участие в сформированном портфеле, прибыль делится на всех участников пропорционально вложениям. Есть возможность начать инвестировать от 1000 рублей. Драгоценные металлы. Возможно покупать как физический металл, так и различные варианты биржевых инструментов. При выборе инвестиционного инструмента не стоит забывать и о стратегии. Здесь стоит опираться на цели инвестирования, уровень знаний и наличие свободного времени. Выделяются два основных стратегических направления. Первое по срокам, второе по рискам. По времени окупаемости вложений существует три варианта. До года – краткосрочные, от 1 года до 3 лет – среднесрочные, свыше 3 лет – долгосрочные. По уровню риска выделяют два основных стиля – консервативный и агрессивный. Первый предполагает в основном пассивный доход в долгосрочной перспективе, прибыль невелика, риски меньше. Второй потребует больше времени, глубокие знания, но даст возможность получения большой прибыли в кратчайшие сроки. Сопряжен с высокими рисками. По мере накопления опыта и увеличения капитала не исключена смена ориентиров и выбор новых инструментов. Первые шаги рекомендуется делать в наиболее надежных вариантах. С чего и как начать инвестировать новичку? Правильная подготовка – это залог удачного старта. Изучение опыта и советов экспертов помогут избежать типичных ошибок. Для экономии времени подойдет краткая инструкция, как начать инвестировать с малой суммой. Шаг первый. Определение цели. Только четкое понимание того, для чего нужно инвестировать, даст верное направление и поможет не бросить все после первой неудачи. Цель не должна быть абстрактной, желательно зафиксировать желаемый результат с максимальной конкретикой. Шаг второй. Изучаем термины. Инвестирование – это специфическая область, богатая различными терминами. Для успешного восприятия информации и безостановочного обучения следует заранее ознакомиться с основными понятиями. Уделить внимание стоит не только общим определениям, но и основным показателям и наименованиям рабочих инструментов. Шаг третий. Постоянное обучение. Понимание цикличности рыночных процессов, взаимосвязи прибыли и рисков способно сэкономить вам нервные клетки. Возможности изучить основные понятия и законы достаточно. Это могут быть книги известных авторов об инвестировании. На просторах интернета достаточно бесплатных тренингов и вебинаров. Также можно изучать официальные страницы в социальных сетях современных инвесторов. Доступно и частное обучение или консультации за определенное вознаграждение. Естественно, любую получаемую информацию нужно обдумать, проверить и взвесить до использования на своей практике. Шаг четвертый. Определяем правильный настрой. От ошибок никто не застрахован. Даже самые известные трейдеры и инвесторы неоднократно набивали шишки до того, как разбогатеть. Стоит заранее составить план действий в непредвиденных ситуациях.
Это поможет не растерять и сохранить контроль, когда понадобится быстро принять решение. Шаг 5. Поиск денег для старта. Без стартового капитала невозможно начать инвестировать. Ни в коем случае не занимайте деньги для инвестирования, так как инвестирование – это не стопроцентная гарантия получения дохода. В накоплении нужной суммы для инвестиций помогут. Первое. Регулярное откладывание части дохода. Второе. Дополнительный заработок. Третье. Оптимизация ваших расходов. Заниматься вложением денежных средств стоит, когда есть свободные деньги и отсутствуют кредиты, ипотеки и другие финансовые обязательства. Шаг 6. Выбор стиля инвестирования. До начала инвестиций нужно четко обозначить ожидания, оценить собственные возможности и определиться с допустимым риском. Если получать убытки страшно, то выбирайте классические инструменты в виде акций и облигаций. Если в вашем стиле инвестирования допустим риск, то можно пробовать торговлю фьючерсами, опционами или криптовалютой. Только методом проб и ошибок можно найти свою идеальную комбинацию, когда комфортны будут и процесс, и результат. Зачем нужна подушка безопасности? Без подушки безопасности не имеет смысла инвестировать. Любое резкое изменение жизненной ситуации заставит вас продать активы и, возможно, с убытком. Подушка безопасности – это, так сказать, расходы, которые вы никак не можете отложить. Например, продукты питания, коммунальные платежи и аренда квартиры, обслуживание кредитов, оплата налогов, лекарства и так далее. За какой срок суммируются расходы? За время, которое вам потребуется на то, чтобы восстановить ваши доходы. Подушка безопасности хранится на банковских вкладах или, в редких случаях, в высоконадежных облигациях с коротким сроком погашения. Это ваш спасательный круг, если настанет сложное время в жизни. Зачем и для чего инвестировать? Важно понимать, зачем инвестировать. Итак, зачем люди инвестируют? Причина первая – пассивный доход. Пассивный доход – это самая популярная и сложная в достижении цель. Для достижения стабильного пассивного дохода нужно инвестировать много денег. Пассивный доход дает нам возможность развиваться, ставить все более амбициозные цели и не бояться того, что завтра будет нечем кормить семью. Вторая причина – это образование детей, то есть образование в хороших учебных заведениях, так как качественное зарубежное образование стоит очень дорого. Но это может быть путевкой в жизнь для ребенка, и редкий родитель не думает об этом. Третья причина инвестирования – это покупка недвижимости или другого дорогостоящего имущества. Нередко люди инвестируют, чтобы накопить на дорогую покупку. Это лучшая альтернатива тому, чтобы брать кредит. В большинстве случаев инвесторы, как правило, стремятся к пассивному доходу, потому что на квартиру или на образование детей люди в состоянии накопить деньги сами, так как это не такая огромная сумма. Пассивный доход позволяет нам строить нашу жизнь такой, какой мы ее хотим видеть. В этом его главная цель. Кстати, более подробно про пассивный доход вы можете посмотреть в ролике на канале или кликнуть сверху в подсказке. На этом все. Вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.